Привет, мои дорогие! Это Колена. И здесь расклад для вас. В случае, если вы спрашиваете себя, как пройдет мое лето, что хорошего произойдет, какие силы мне будут помогать летом, какой урок я буду проходить по жизни. Урок в смысле что-то хорошее. Я сейчас зажгу свечи, чтобы очистить ваше пространство и заговорить этот расклад на счастье, на удачу для вас. Обязательно случится чудо, счастье и благополучие, потому что высшие силы присутствуют на этом раскладе. Шахматная доска символизирует Таро, потому что шахматы и Таро – это один и тот же принцип. Итак, мы начинаем. Тема такая: как пройдет ваше лето? Какие высшие силы будут вам помогать? Что хотят сказать ангелы? Что хочет сказать вам судьба касательно вашего лета? Чего ожидать? Летние месяцы, июнь, июль, август. То, чего мы ждем долгий год зимы, я имею в виду, потому что такое блаженство летом, да, погода. Смотрите план этого расклада для вас. Расположитесь поудобнее, потому что здесь откроются небеса, вы узнаете правду, с пользой для себя проведете время. Расклад будет относительно всех знаков зодиака. И на Таро Ленорман я выбрала эту колоду, потому что она очень глубокая. Здесь 3 колоды запечатаны. Это Таро, Ленорман и Сибила итальянские. А также я буду использовать уже полюбившийся вами Wisdom Avalon. С тех пор, как я сделала чистку Avalon Страна Блаженства, этот канал энергетически так открылся для моих слушателей. Поэтому очень говорящая колода Wisdom of Avalon. Я буду использовать 2 колоды. И начнем мы со старших арканов. Разделенная у меня колода традиционно, это очень старинный метод разделения колоды. Здесь младшие арканы, они ситуационные, а здесь старшие арканы, они показывают вот общую атмосферу, да, например, какой аркан вы будете проходить. Это мы смотрим на старших летом. Как будет складываться ваша судьба, что хорошего подарит вам судьба. Вот это все смотрится на старших арканах. А также вот старший аркан, который вам выходит, он помогает вам проявиться. Вот какие качества вот особенно будут для вас выгодны, потому что каждый из 21 аркана, они имеют определенное качество. И вот такие качества, например, нужно в себе культивировать, чтобы лето было успешным. Да? Поэтому я возьму на старших арканах для всех знаков зодиака. А потом мы будем добавлять ситуационные карты, младшие арканы. А также будем добавлять мудрость Авалон, чтобы глубже посмотреть, такую больше, как ежедневную жизнь. Да? Так, определю, чтобы вам было все видно, и мы начинаем. Мы идем по зодиакальному кругу, поэтому овны первые. Овен, телец, близнецы, раки, львы, девы. Это первый ряд. Второй ряд весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбы. Все, закончили мы с вами выкладывать старшие арканы. И я сейчас возьму в руки младшие арканы и буду открывать одну карту за другой. Хочу вам напомнить, что по архетипичной астрологии, а архетипичная астрология – это древняя психология, все 12 знаков есть у вас в вашем гороскопе, в натальной карте. Вы проходите каждый год все знаки, да? Поэтому я сделала это все в одном сегменте, одно видео. Просматривать нужно все знаки. Выберите, например, особенно важные подсказки будут там, где у вас Солнце. Например, вы весы по Солнцу, да? Если, например, вы близнецы по асценденту, и это важная подсказка. По Луне, например, вы Скорпион, тоже важная подсказка. Или же по Венере вы, например, Овен, тоже важная подсказка. А все остальные знаки – это мелкие подсказки, но Бог в мелочах, мы все знаем, поэтому такая вещь. Итак, а я начинаю открывать карту за картой и добавлять ситуационные. Как вы проведете ваше лето? Какой аркан вы будете проходить? Кто вы по мнению высших сил? Вот эта карта покажет, уважаемые овны, да? Первые овны. И вышла нулевая карта. Это карта обнуления, вообще на самом деле 21, старший аркан, плюс шут. Шут – это карта-сигнификатор. Это вот сюда можно определить себя как личность, да, и жизнь, интересно, что этим летом жизнь вот будет для вас как с чистого листа.
Это будут какие-то события, вы как новичок будете, как будто в первый раз. Вообще так правильно жить. И некоторые люди, очень много делают для того, чтобы, прожить такую жизнь с нуля каждый день. Это интересно. Вы как новичок на все смотрите, все любите, все интересно, все занимательно, жизнь приключений, вот это все шут об этом. А для овнов это время открытия себя, открытия ваших возможностей, обнуления. Кстати, вот эта карта тоже стройной фигуры. Вы будете удивлены, насколько ваше тело будет летом стройное, гибкое, красивое, насколько у вас будет свободный ум от ложных установок. Вот от этих ложных установок, которые нам навязаны людьми, обстоятельствами, да, и которые мешают нам, потому что мы отождествляем себя со своими мыслями или со своим прошлым. Или отождествляем себя с пониманием, кто я. В общем, я – это такой эгоистичный концепт, это всегда связан с прошлым, с вашим опытом жизненным. Вот. А если себя не отождествлять ни с чем, вот вы – это просто космос, который себя проживает, да? Жизнь нужно прожить с радостью. И вот это все карта шут. Это самая лучшая карта, которая могла только выйти. Потому что здесь жизнь полное приключение. Летом вы, если хотите, встретить себе любимого, себе что-то обновиться. Опять же, красивая фигура, легкое такое состояние. В общем, приключения, может, даже путешествия у вас будут. Кстати, я не сказала, я специально там показываю вам это кресло. Все здесь для дела, шахматная доска для дела, конечно, потому что открывает лучше каналы. Кресло для вас. Присаживайтесь, будете как дома. Этот разговор у нас с вами будет тет-а-тет. Это для овнов, любимых моих, уважаемых. Сейчас я возьму еще младший аркан для вас. И здесь карта туз меча. Вот такая немножко воинствующая карта, да, и вместе с шутом здесь идет речь о том, что вам не нужно бояться перемен, бояться чего-то нового, интересного. Вам не нужно бояться, что люди будут смотреть на вас как на человека яркого, потому что туз меча – человек очень яркий. Яркая личность, с яркими убеждениями, с яркой внешностью. Это тоже карта говорит о том, что нужно себя показывать миру, не стесняться себя показывать. Потому что именно то, что вы себя показываете миру, мир к вам поворачивается лицом, вы интересны миру тогда. То есть это начало, это какие-то идеи будут приходить, кстати, дела какие-то будут решаться. Может, встретите сильного мужчину, интересного, яркого, очень стройного. Это вот все мужчину думающего, энергичного. Или же вы сама такая будете. Сейчас посмотрю для вас еще на мудрость Авалон. И вот это тотемное животное, которое будет вам летом помогать, да? То есть смелость, вот желание чего-то новое для себя делать и смелость, вот такая энергичность, туз меча – это энергичность человек. Человек легкий, на подъем, вы будете летом такой полон идей, приключений будут, но тоже карта Eagle или же орел, белоголовый орел такой, да, мощный. Он говорит, что вам нужно знать, что вы очень сильный человек и смелый. Орел – это символ смелости и очень высокого self-esteem, высокой самооценки. Именно орел – это высокая самооценка, потому что обратите внимание, как летит орел, и рядом с ним там вороны, а он вообще не обращает ни на что внимания, у него очень высокая самооценка, а также мышечный тонус, может быть, летом какими-то упражнениями будете заниматься. И ангельская помощь, написано Angelic Realm, это ангельская помощь. То есть именно этим летом ангелы будут за вами наблюдать, будут вам помогать, ничего не бойтесь, потому что вы под протекцией ангелов находитесь. Классные карты. Овны, продолжаем смотреть. Как я сказала, все знаки есть у вас в гороскопе. И я буду брать следующую карту, она будет для уважаемых тельцов. Вот это, кто вы по мнению высших сил, скажет карта. И я смотрю только прямые в этих рамках. Здесь у нас старший аркан, и он называется суд. Понимаете, хоть эта карта и называется суд, она очень оптимистичная. Потому что здесь идет речь о том, что высшие силы верят в вас, да? Здесь архангел Михаил с этой трубой своей, он
пробуждает вас к новой жизни. Этим летом вы пробудитесь к новой жизни. Если, например, вы устали жить, как-то все неинтересно, однообразно, ничего не происходит, вы чувствуете себя обесточенной, если это так, это ваша история, то этим летом вы пробудитесь для новой жизни. Ангел золотой. Золотой свет – это свет солнца, свет успеха. Лето будет очень успешное, и воспряните духом, поправится здоровье по этой карте обязательно, потому что суд – это о том, что вы подыметесь из того, что вас угнетало. Здесь также, вы знаете, надежда появится, надежда, что все будет хорошо, и произойдет чудо, потому что вообще суд – это чудо, это revelation of Иоанн, да? Как сказать revelation? Откровение Иоанна. И там идет речь о том, что вот все страждущие, кто страдал, кого обидела жизнь, знаете, жизнь обижает обычно по двум параметрам. Либо окружение очень плохое, и оно для вас было плохое, либо же обстоятельства складывались плохо. Но обычно обстоятельства и окружение – это, в общем, одно и то же. Так вот, откровение Иоанна, здесь намек на него, что вы войдете в новое окружение, люди вас будут уважать, любить. Это встреча любви, это встреча новых дел, это хорошие очень финансы летом. Хватит денег на любые развлечения, на то, чтобы очень интересно, хорошо, энергично провести лето. И это вот вы, по мнению высших сил, человек, который способен, у вас есть потенциал на очень успешную жизнь, потому что аркан суд – это именно что высшие силы верят, что вы, в общем, прекрасный человек, и что у вас будущее может быть намного лучше, чем было прошлое. А теперь возьмем одну карту из младших арканов, и это у нас паж. Это у нас паж меча, и эта карта говорит о том, что тоже встреча. Паж – это какие-то перемены, причем перемены, связанные, может быть, с любовной тематикой, но там будут какие-то эти дискуссии, рассуждения, разговоры. Может быть, вы заявите о себе в соцсетях. Девочки, не стесняемся показывать себя. Если кто боится негатива, в соцсети это не может дать вам негатив. Негатив только дают люди, которых вы боитесь по месту жительства, да? Сейчас нужно перейти этот барьер и начинать себя показывать в соцсетях, потому что скоро весь мир переселится в соцсети, там можно будет продавать то, что вы делаете, хорошо зарабатывать. То есть вот TikTok, Instagram, YouTube, то, что вам хочется делать, и вообще людям пользу приносить, да. Когда мы приносим людям пользу, Вселенная к нам благосклонна. И здесь вы в замечательной позиции, когда у вас, может быть, новые друзья, паж меча. Может быть, много работы будет летом, вы будете тоже работать летом, не только отдыхать. И работа будет молодая, то есть новые заказы или новая какая-то карьера пойдет. Это может быть мужчина интересный, такой бравый кавалер войдет в вашу жизнь, и вам будет очень интересно, новая подруга, новый друг. Какие-то дела будут решаться, и они будут решаться с легкостью. Потому что паж, он легко идет по жизни, он так горцует, у него все мышцы такие красивые, то есть человек оптимист. Это будете вы. Такое яркое лето, хорошая погода, вы красавица. Но если вы мужчина, я знаю, что мужчины меня тоже смотрят, это замечательно. Я так рада, потому что у меня расклады очень такие, знаете, matter of fact. Я вообще очень много мужской энергетики в себе имею. Вот. Все предсказатели, кстати, настоящие имеют очень много мужской энергетики. Это у нас мудрость Авалон. Какие силы природы вам будут помогать? Тотемные здесь силы, стихии. И эта стихия называется Wind Fairy. Wind – это стихия воздух, и Fairy – это фея. Больше бывать на воздухе, вы будете больше бывать в компании молодых людей. Хорошая погода. Прекрасное времяпровождение, вы заполните свою жизнь светом, радостью и также будете работать. Вот будете заняты, да, вообще мы всегда должны быть заняты, это хорошо, когда есть работа, но у вас будет точно работа и будет баланс между воздухом и работой. А если этот баланс по какой-то, не знаю, причине может когда-то у вас и снижаться, то вот эта фея воздуха, она вам поможет, она восстановит ваш баланс.
Это карта помощи, и она говорит, что ангелы теперь особенно говорят, что интеллектуальное какое-то будет развитие. То есть по этой карте вы, может быть, знаете, тоже летом какой-то курс пройдете. Мечи – это тоже мысли, здесь написано интеллектуальное. То есть какой-то курс, может, возьмете, пройдете, но что-то будете тоже заниматься делами. И, в общем, насыщенное такое счастливое лето, насыщенное жизнью. Немножко сдвину. А сейчас беру для близнецов вот эта карта. А близнецам вышла карта императрица. Императрица – это ваш портрет на лето. То есть это вот какие силы вам будут помогать и кто вы по мнению высших сил. По мнению высших сил вы императрица, женщина социально очень популярная. Знаете, я сделала видео про врагов, да. Враги обычно те люди, которые верят в нас и которые видят в нас много положительного, и это нам помогает понять себя лучше. Вот в этом случае враги наши учителя. Когда мы теряем веру в себя, враги не теряют веру в нас, поэтому и завидуют нам, думая, что есть на что. И императрица – это карта для вас, если вы думаете, что вот у вас ничего хорошего нет. Да? На самом деле вы красавица, вы умная, вы социально востребованная, вы можете быть очень популярны в любом возрасте, заметьте, даже 60-70. Есть блогеры, которым почти по 100 лет. И они пользуются огромной популярностью. То есть независимо от возраста, может вам 20 или 90, неважно сколько вам лет, вы будете популярны. Третья карта – это творческий подход, такое творческое лето, полно интереса и новые наряды. А также видите, как здесь удобно, меха, удобный трон, какая-то занавесь такая уютная. То есть ваша жизнь будет наполнена уютом и удобным положением. Да? То есть вы не будете как бы входить в неудобное положение, а наоборот, ваше положение будет очень удобное, вы будете достигать, чего хотите для себя. Императрица тоже повышение, вас летом могут или повысить по службе, или же вы будете очень интересным противоположному полу, будете социально востребованы. Возьмем еще младший аркан, и здесь выходит у нас аркан десятка чаш. Ну, это, конечно, счастье в семейной жизни, да. Десятка чаш – это самый счастливый, можно сказать, аркан в колоде. И он просто пророчествует вам счастливую семейную жизнь. Когда домашние вас любят, дети любят, есть достаток, есть удобное положение в доме. Может быть, вы сделаете ремонт в доме или в квартире этим летом, может быть, получите наследство или купите себе жилье. Может, переедете в лучший район, в лучший город, в лучшую страну, ну, в смысле, там, где удобнее жить, да, все страны хорошие, там, где вы есть, там вы и хорошо, но если вам хочется приключений, можно переехать в другую страну, вот у вас все получится. Здесь любовь, чаша любовь, а 10 – это новый уровень вашей счастливой семейной жизни. Вот императрица очень подходит к десятке чаш, потому что эти карты похожи. И императрица, и десятка чаш о том положении, когда вам хорошо, когда вот вы смотрите на свою жизнь и говорите, вот так, как сейчас есть, так хочу, чтобы всегда было. Вот так у вас будет летом. Замечательно для близнецов вышло, правда? Давайте возьмем еще мудрость Авалон, какую мудрость вам хочет передать Авалон на это лето. Forgiveness – это карта прощения, вот прощение, да, если я их сочетаю вместе, почему я так держу, чтобы они лучше открывались для вас, да, это прощение. Простить себе, простить за свои прошлые ошибки себя, потому что мы часто себя гнобим, хуже, чем любые враги нас могут гнобить. И видите, такие мухоморы здесь на карте изображены. Мухоморы – это символ, когда вы сами себя отравили, когда вы сами себя посадили в тюрьму дурных мыслей, дурных выводов. Потому что жизнь – это просто жизнь. Но пока мы живем, мы делаем неправильные выводы. И на основе этих неправильных выводов мы как бы строим алгоритм нашего будущего. И это неправильно все. Мухоморы свидетельствуют о том, что иногда так бывает, что нас действительно обидели, сделали нам плохо. Но нужно человеку как бы не то чтобы простить, а отпустить это все, лишь
для одной цели, ну, можно еще для других целей, но для одной самой главной цели, чтобы себя этим ядом не убивать, да, поэтому здесь мухоморы изображены. И карта forgiveness, прощение самому себе, обстоятельствам, она говорит, что этим летом вы будете иметь легкую consciousness, легкое сознание, потому что вы скажете, прошлое есть прошлое. Наш сегодняшний день, он, конечно, формируется на том, что было раньше, поэтому я говорю, что нельзя то, что происходит с вами, пропускать вот через эту призму, через эту нитку прошлых событий, потому что можно сделать неправильные выводы и отравить себя. А наше будущее зависит только от того, как мы сегодня будем жить. Поэтому на этой карте forgiveness написано: отпустите все печали, все неудачи или же нападки других людей, ну, для себя самой, чтобы хорошо было вам, чтобы здоровье было крепкое. Очень классные карты вышли для близнецов. Продолжаем смотреть, девочки, потому что, естественно, все знаки есть у вас обязательно. Я посмотрю, может быть, вам будет удобно одно видео. Я знаю, некоторые девочки смотрят на телевизоре, им трудно искать, поэтому я делаю одно видео. Это для уважаемых раков. Вам карта Солнца вышла. Это вообще полный успех. Это очень счастливая карта Солнца, видите? Она говорит о том, что будет много хорошей погоды. Ну, хорошая погода и на душе, и вообще в жизни. Хорошая погода, хорошее настроение для детей ваших, для дома, для семьи. Карта Солнца говорит о том, что будет видно, куда дальше идти. Летом хорошо строить планы на весь год, потому что есть летнее солнцестояние, это когда Солнце входит в нулевой знак рака. Но это же для раков, да? Вот для вас карта, и на Солнце вышла как раз о том, что летнее солнцестояние, на Ивана Купала у нас такой красивый есть языческий праздник, да, вот, языческое тоже хорошее, мы уже не в средних веках, да, где как бы все гнобилось, и язычество, и астрология, это все прекрасно. И здесь мы видим, что по этой карте Солнца у вас действительно период летний, он для вас такой естественный, потому что Солнце входит в ваш знак по Солнцу, и ваша жизнь наполняется успехом, счастьем, высушиваются все слезы, вы больше плакать не будете. Солнце, оно делает возможным облегчение, что у вас будет состояние радости. И еще король Солнца вышел, как Людовик XIV, помните, называли его королем Солнца. Потому что здесь король Пентаклей, а Пентакли, они выглядят как Солнце, это значит удача, блаженство, благополучие. Вот будут деньги летом, придут какие-то деньги новые для того, чтобы вам хорошую жизнь жить, достойную, купить новый гардероб, обновить, может быть, какие-то процедуры, может быть, где-то путешествовать, может, даже можно будет немножко, но, в общем-то, сделать что-то для себя такое фантастически приятное. Ну, конечно, король Пентакли – это мужчина денежный, который может вам встретиться. Или же ваш мужчина начнет хорошо зарабатывать, наконец, и у него летом будет подработка, то есть вы больше будете заниматься собой, потому что ваш мужчина будет занят. Для кого-то это может быть встреча такого денежного короля, человека на своих ногах. Вообще любой мужчина, да и женщина, наверное, тоже должны реализоваться, потому что в паре мы живем для кайфа, для удовольствия, а каждый человек сам реализуется, да. Поэтому реализованный мужчина, он аттрактивный для женщин. Это не только потому, что у него деньги есть. Это в основном потому, что реализованный человек – это интересный человек. Интересный, у него интересная жизнь. Давайте возьмем карту из «Мудрости Авалон». Посмотрим, какую мудрость вам скажет Авалон на это лето, уважаемые раки. Вот эта карта. И на ней написано restriction. Вот любые ограничения, которые у вас были в жизни, сейчас вот подумайте о тех ограничениях, о которых вы беспокоитесь. Потому что у каждого человека есть что-то, о чем вы беспокоитесь, да, какие-то ограничения. Так вот, любые ограничения, которые вас напрягали и беспокоили, они уйдут навсегда. Потому что карта restriction говорит, что, вы знаете, это может быть даже дыхание поверхностное у вас, потому что было много трагедий в жизни, было много кризиса, было много неурядиц семейных у кого-то были финансовые проблемы или на работе проблемы. Очень часто с детьми проблемы, Солнце еще о детях.
очень часто проблемы семейные или же с молодым человеком, который никак решение не примет, не женится и так далее, да. Одна из этих причин, что вы чувствуете себя, как будто вас ограничили, вашу свободу. Ну, конечно, когда выходит карта ограничения свободы и карта Солнца, мы видим, что ограничения уйдут, и вы освободитесь, вы больше не будете чувствовать себя как бы в тюрьме, потому что, как говорят, тюрьма обычно у нас только в голове, и ключ всегда в кармане. То есть от нас зависит, как мы воспринимаем жизнь, да. И здесь летом вы сможете освободиться от каких-то внутренних установок, ограничений или от других людей, которые вас ограничивали. Ведь часто ограничения не идут не от вашего состояния, а от того, что другие люди на нас влияют, у них какая-то своя адженда, они что-то хотят свое за наш счет сделать. И у меня есть чистка, конечно, на эту тему. Ну, карты вам вышли очень хорошие. Дважды Солнце. Пентакли, кстати, король Пентакли – это помощники. Это то, что будет работа и будут деньги. То есть хорошее очень лето. Активное. Пентакли – это активное. Солнце – это очень активная карта. И важно, что именно для вас, раки, вышло Солнце, и летнее солнцестояние символизирует ваш знак, да? Так что здорово. Теперь я смотрю для уважаемых львов, для львов. Уважаемые львы, вам вышла карта башня. И я не скажу, что это плохая карта. Плохих карт нет второй, да? Ее нужно только понимать правильно. Карта башня говорит, что львы, наверное, этот год, ну вот до лета, с прошлого лета до этого лета, у вас разрушились какие-то представления о жизни. Вот крушился ваш мир, вот то, что вы выстроили себе мировоззрение какое-то, касательно, может, какого-то человека, который себя не оправдал, или же касательно работы. Вот вы разрушили в своей голове понимание, что вот это хорошо, а это плохо. Вы теперь находитесь в поиске новых путей, новых возможностей для себя. Летом лучше всего искать новые пути. Почему? Потому что летом активное Солнце, и нам помогает природа в этом. А карта башни говорит, что не жалейте о том, что прошло. Было и прошло. Есть такая песня, красивая очень, да? Было и прошло. И этим летом вы начнете восстанавливаться. Главное, вот карта советует, не собирайте осколки. То, что разрушилось, дайте ему упасть до конца, чтобы ушли враги, потому что это карта врагов. Это четверка меча. Это застарелые давние враги. Что это за враги? Это люди, которые могли быть давно в вашей семье, или же вы давно их знаете. По какой-то причине они вам мешали жить. И, может быть, вы поссорились с подругой, с другом, может быть, ушли какие-то... Они уходят, да, враги уходят, враги разбиваются. Это даже обратка врага, можно сказать. Вот такой расклад, обратка врагам. Хотя я скажу, что обратку врагам делают высшие силы. Поскольку враг, вот он злой человек, и есть такой закон в природе, подобное притягивает подобное. То есть вот его собственный яд врага, он к нему же рикошетом идет, да. Поэтому здесь я бы сказала, не общайтесь с людьми, с которыми вам не созвучно, как вот я говорю иногда по Библии, не сидите за столом с нечестивыми. То есть нечестивые люди, которые вас унижают, гнобят, портят вам нервы или забирают у вас энергию. Этим летом вы скажете «нет» этим вражеским силам. Кстати, это могут быть внутренние враги тоже. Здесь имеется в виду, что это могут быть вредные привычки. Вы скажете «нет» своим вредным привычкам и, наконец, начнете практиковать здоровую диету, здоровое питание, здоровый режим дня, активный образ жизни. Летом всегда хорошо начинать. Вот принято начинать с Нового года, и поэтому все так, ну, не могут. У многих это, в общем, не получается, потому что активный образ жизни, вообще менять режим дня, стиль жизни лучше всегда летом, с летним солнцестоянием, потому что летом природа поддерживает, дает энергию. А зимой солнце, оно не активное, и зимой очень трудно что-то новое начинать. Зимой нужно отдыхать, как вся природа, да? Так что летом вы будете не общаться с друзьями говорю. Да, ну то, что сказала, то и нужно было услышать. Друзья ложные есть. И с этими ложными друзьями вам следует прекратить общение, искать новых. Вот карта сама вылетела. Возьмем ее. Вот видите, шестерка пентаклей. Может быть, это связано с деньгами. Кто-то вот или завидует вам на деньги, или что-то такое. Вы
вложились в что-то, что оказалось неправильным. То есть шестерка пентаклей говорит, что вы будете обеспечены. И вы увидите, что наконец дела пойдут лучше, финансы лучше, личная жизнь улучшится, когда вы перестанете общаться с враждебными людьми. Возьмем для вас из мудрости Авалон карту. Вот вам, видите, вышли карты, которые вот лето – это работа над собой у вас. Работа даже не над собой, я бы сказала, ну да, над своими ложными установками, а также дисциплина, чтобы не входить в отношения с людьми, которые вам недоброжелатели. Итак, вышла карта олень, the stag. Это такой большой настоящий олень. Олени же бывают маленькие тоже, да, и большие, разные животные. Вот это такой настоящий олень с рогами. И этот олень говорит о leadership, pride, гордость, знаете, лидером быть, лидером своей жизни быть и не давать себя в обиду. То есть этим летом вы наконец научитесь, хотя львы, вы вообще, вам свойственно такое внутреннее благородство, потому что вот этот олень, это, в общем-то, ваше тотемное животное, наверное, у многих, внутреннее благородство. Обычно людей внутренне благородных и обижают плохие люди, да. Так вот здесь говорят карты, что вы этим летом себя в обиду не дадите. И какой урок вы будете проходить? Это урок башни. То есть урок, когда вы не будете бояться разрушить те отношения, которые вам, в общем, ничего хорошего не дают больше. И когда вы это сделаете, появится вот такая уверенность в себе, такой, знаете, внутренняя гордость, и появится возможность встречать новые, лучшие варианты жизни. У вас очень серьезный расклад получился. То, что вышло, конечно, на пользу вам, да, все на пользу. Это карта для дев, уважаемые девы. Вам вышла карта умеренность, вот этот аркан умеренность. Интересно, да? Вот здесь слон именно на Этелла, это карты Этеллы, и они прорисованы как вот 18 век. Здесь мы видим, умеренность – это карта фокуса. Фокусироваться нужно на тем, что самое главное, да, а не распыляться. И вот здесь этот слон, он имеет много всяких вам таких намеков, уважаемые девы. Один из намеков, смотрите, когда слоненок рождается, его привязывают цепью за такой колышек, да, чтобы его приручить, чтобы он не ушел, не убежал, иначе он пропадет сам, конечно. Потому что детеныши слонов, они долго ведь, как люди, да, по-моему, 2 года, пока он станет большим слоном. Когда слон вырастает, он привыкает к этому колышку, и он уже огромное животное, очень сильное, самое, наверное, сильное в мире, но он этот колышек может вот как ниточку вытянуть и убежать, но он не уходит. Почему? Потому что он уже привык, он уже понимает, что он подневольный. Интересная психология за этим стоит. Подумайте, уважаемые девы, об этом. Какая у вас подневольность есть, какое у вас есть состояние, что вы должны что-то кому-то, да? Вот как взрослый слон, который не убегает, а он просто привык, ему кажется, что вот этот колышек, это на всю жизнь, свободы нет. В чем вы не свободны? Освободиться нужно. Чаще всего мы не свободны от своих собственных тараканов в голове, и эти тараканы могут быть вредные привычки, и летом вы от них освободитесь, улучшится фигура, улучшится здоровье, улучшатся отношения в семье, потому что вы от чего-то освободитесь. Вы освободитесь от собственных ограничений, и вы добьетесь для себя чего-то очень хорошего. Я надеюсь, что здесь все видно. Хочу немножко сдвинуть, потому что я перехожу на нижний ряд скоро, чтобы вам было очень хорошо видно, да? Вот, и сейчас возьмем для вас, уважаемые девы, дополнительную карту из младших арканов, и это 7 жезлов. Вот. Что я могу сказать? Бизнес будет развиваться ваш летом. Вы будете работать, много и интересно. Интересные проекты будут происходить у вас в жизни. Эта карта, 7 жезлов, она хорошая, это карта всяких возможностей, может быть, иллюзий, может быть, вот вы будете взвешивать ваши проекты по делам, семейные проекты, там уход за домом или же там дети, родители, все такое, вы будете заняты и будете взвешивать, потому что карта все-таки умеренность, это карта баланса.
И лето у вас будет сбалансированное. Вы не будете чувствовать, что вы обязаны, как слон обязан кому-то, да? Вы не будете чувствовать, вы обязаны кому-то, а хочу – делаю, а не хочу, ну не получается, нужно же еще и отдохнуть, лето же для отдыха. Вам не стыдно будет сказать «извини, не могу». Понимаете? То есть вам не стыдно будет, ну как бы ставить себя на важное место, потому что вы у себя одна. И семерка жезлов часто показывает на иллюзии или же на всякие мелкие дела, которые могут отвлечь вас от важных дел. И поэтому, как нельзя лучше, на смену семерки жезлов выходит карта умеренность. Ставьте правильные приоритеты этим летом. А еще цыганский оракул здесь такой военный, да, символа войны такой, да, и вы победитель, вы побьете всех своих врагов. Но это я так виртуально говорю, а на самом деле вы сами знаете, какие у вас враги. До собственных тараканов в голове и до настоящих людей, врагов, которые просто мешают вам жить, а почему-то у них цель разрушить вашу жизнь. И вы от таких врагов избавитесь. Вообще лето – это очистительное время, да? Организм очищается. И мы летом очень хорошо избавляемся от врагов, избавляемся от того, что нам мешает жить и быть успешным. Возьмем еще карту из мудрости Авалон, и написано «фокус». Это же нужно, так, представляете? Это просто удивительно, потому что вот я говорю, что чисто алхимически, потому что так меня научил мой учитель Джон, и карта умеренность алхимически читается как карта фокуса. У Райдер-Вейт мы видим на этой карте эти кувшины или чаши, они идут горизонтально земле. И чтобы вода в горизонтальном положении, когда чаша выливалась из одной чаши в другую, это же какой фокус нужно иметь, да? Фокусником буквально быть. То есть иметь, знаете, как Христос по воде ходил, верить в это и получится. То есть верьте и получится. По вере ваше дано будет. Смотрите, какой красивый лес. Больше в лес ходите летом, больше отдавайте предпочтение природе. Фокус на природе, на природной пище, она, кстати, самая недорогая, на хорошем, больше дышать чистым воздухом, да, себя восстанавливать и держать фокус на том, что главное. Обычно вражеские люди, они хотят нас гаслайтинг. То есть сказать нам, навязать какую-то точку зрения, что вот это нам нужно. Летом обычно, как говорю, солнце активное, и оно проясняет все. И вы выстраиваете правильные приоритеты. Очень хороший расклад для вас, уважаемые девы. Итак, переходим к весам. Второй ряд. Уважаемые весы, кто вы по мнению высших сил, какой аркан вы проходите, это старший аркан, а также какой аркан будет вам помогать. Это карта маг. Я смотрю только прямые в этих рамках, кто только что подошел. Но лучше, конечно, сначала смотреть видео. Это, конечно, счастливый билетик, так называемый для дев. Ой, для весов, да, это весы. Счастливый билетик для вас. Вы вытянули счастливый билетик. Раз я сказала слово дева, значит, девы тоже вытянули счастливый билетик. Но этот расклад для весов. Смотрите. Эти 4 сферы, 4 элемента на столе у вот этого мудреца, это, конечно, ваши мысли, ваши дела, ваши ресурсы, ресурсы это пентакли, и ваши чувства, чаши, да. Дела это жезлы, и мысли это мечи. Но не только, это одно из прочтений, да. Вот это все будет в балансе. Этого всего будет достаточно, чтобы все получалось как нужно. Летом свершения будут, потому что маг – это очень действенная карта, это время действовать. На самом деле мы хотим, конечно, расслабиться, отдохнуть, погода просто шепчет, да, но тоже будет желание, вот интересно, что летом нужно отдохнуть, потому что жарко, тяжело работать, но вместе с тем летом очень активное желание что-то сделать, что-то такое необычное, яркое. Это, может, карьеру начнете, станете популярны, станете знамениты, влюблены будете, в вас будут влюблены, дела будут идти. В общем, все самое лучшее. Эта карта просто исполняет желание. Для уважаемых весов. Еще возьмем одну карту из
младших арканов. Это десятка жезлов. Я говорила о жезлах только что. 10 – это, конечно, новый виток самосознания, новый виток понимания себя по талантам и много работы. Потому что плетки – это много работы. У вас действительно будет летом бурная жизнь, активная, уборка помещений, держите свое помещение светлым, чистым, проветренным. Мы всегда на лето немножко переставляем мебель, мы выносим на террасу или на балкон кое-что, мы зажигаем свечи на улице, в общем, делаем уют такой, да. И это время очищения, очищения организма, то есть больше растительной диеты, метла – это очищение. Жезл – это опять столько будет идей, вот фейерверк, фейерверичный расклад, да, фейерверк идей этим летом будет у вас, очень классно. Давайте возьмем еще от мудрости Авалон какие-то знания, да, какую-то помощь. Собака. У Ленорман есть такая карта, знаете, это тотемное животное, собака, и оно говорит о том, что, друзья, любимые, дети, любимый человек, родители, вы будете обожаемы. Вот Golden Retriever, здесь такая собачка. Знаете, на кого мне напоминает эта собака? Такой есть актер Брэд Питт. И он, как-то он умеет так. Он уже артист, да. Мы же не знаем, какой он по характеру. Может, он не очень хороший человек, ну, не знаю, думаю, что хороший. Но, тем не менее, неважно. То, что мы видим, вот он, когда он в кадре, он как human version of Golden Retriever. Он как будто человек, вот как собачка человек, да, он такой всегда миленький, он всегда такой обожаемый. Почему? Потому что он имеет очень оптимистичное и такое приятное выражение лица, вот как будто от вас ничего не хочет, только хочет, ну не то что покрасоваться, а хочет с вами быть в хороших отношениях, вот это собака. И я всегда, когда вижу Golden Retriever, мне всегда напоминает почему-то Брэд Питт, этого артиста. Девочки, напишите, или вам вот есть такие люди, которые напоминают вам именно вот этот тип собачки, ведь собачки иногда похожи на людей, да? Это любимый человек, вы встретите его, мужчина, capable, то есть способный на многое и который очень добрый. Мужчина, на мой взгляд, главная характеристика – это не секс-бомба, а это добрый. Ну, секс-бомба тоже нужна, только для коротких отношений. Но если то и другое у вашего мужчины есть, это огромная редкость. Вам страшно повезло. Потому что человек не может собрать все сливки, да, с мира. У одного человека чего-то одного больше, у другого другого. Но я вам гарантирую, что вот это именно, смотрите, и яркий, харизматичный, и тоже очень добрый мужчина вам встретится. Или это вот жизнь, сама жизнь в образе собачки, это будет к вам относиться. То есть будет вас баловать, радовать жизнь. Вы будете получать наслаждение от каждого мгновения этого лета. Оно будет наполнено какими-то прогулками, если у вас собачка есть. Или же себя будете выводить на прогулку ежедневно, побольше прогулок. Вот собачка, тотемное животное, говорит: «Хей, не забудь меня, побольше прогулок этим летом для весов». Шикарнейший расклад. Смотрим дальше, смотрим для уважаемых скорпионов. Дорогие друзья, что вам вышло? Хочу напомнить, только прямые смотрю, это Верховная Жрица. Вот этим летом вы познаете мудрость. Так, есть такое красивое выражение, Мандельштам вроде. И мудрость откроет вам предметы. Вот именно этим летом мудрость откроется вам всего, все предметы начнут разговаривать, да. Может, возьмете мой курс второй Ленорман, но это я шучу. Чтобы в кайф провести лето. Вообще с картами это прелесть, как приятно. Вот, но скорпионы не обязательно, это просто как бы шутку сказала, да. Это вы мудрая, вы пишете какой-то дневник, записываете этим летом дневник, вы потом можете читать этот свой дневник другим людям, они будут с восторгом слушать. Так будет уютно им в вашем обществе. Видите эту решетку? Независимо от того, какая погода, дождик или там какие-то злые люди есть, у вас внутри мир, покой, радость. И это правильное отношение к жизни по Верховной Жрице. Мы все должны так жить. Потому что внешний мир, он всегда немножко со знаком минус, да? Так всегда по осмосису идет. Внешний немножко со знаком минус, чтобы внутренний был всегда со знаком плюс. Записывайте какие-то свои мысли, может, какое-то обучение, книга, классно. Больше жидкости не забывайте, кувшины какие-то. И внутренний мир.
раздумья, летние такие длинные вечера, время подумать. Уютная жизнь, очень уютная, дорогие мои любимые скорпионы, жизнь. У меня лучшая подруга скорпион. Ой, вот смотрите, 2 вышло для вас. Видите, сказала лучшая подруга. И для нее тоже, но она по-русски не очень понимает. Вот, скажу ей про этот расклад. Переведу ей, да? Вам вышло 2 карты, вылетели сами. Это паж чаш, это кто-то в вас будет влюблен по-настоящему. А также 8 чаш. 8 чаш – это карта того, что вы что-то завершили, примирились с чем-то, потому что 8 чаш – это не грустный уход, это счастливый уход. Это уход вас в ваше счастливое будущее. Да? У Rider-Waite у нас там чаши впереди на экране организованы очень даже правильно по нумерологии 5 и 3, и они очень красиво стоят. Это значит, вы мысли свои организовали, вы примирились с прошлым, вы не проводите каждый новый опыт жизненный через призму прошлых испытаний. Если даже позитивный опыт провести через призму прошлых грустных событий и воспитаний, то это настоящее, счастливое, которое может быть настоящее, но оно искривленное будет, как королевство кривых зеркал будет, да? То есть тогда мы делаем неправильные выводы. Из прекрасного настоящего мы можем сделать плохие выводы, если мы его будем искривлять через призму прошлого опыта. Так вот, 8 чаш именно о том, что вы так делать больше никогда не будете. Потому что вы здесь уходите, звонкий такой уход. Видите, вы бравый солдат. Вообще солдат классно, они такие пешие, да? Как называется пеший солдат? Пехота. Знаете, вот как пуговицы в ряд. У вас горят собачка у ног, вы идете в счастливое будущее, и даже лошадь – это хорошие новости, это карета. То есть вы уходите от того, что уже закончили, примирились с ним, и идете очень мудрая вы. Или это мужчина, скорпион, или женщина мудрая. Здесь вы можете встретить любовь к себе, может быть, любовь. Очень часто паж чаш – это любовь к себе. И счастливое приключение летом, которое можно будет потом записать себе в дневник, потому что это очень интересное, счастливое приключение. Я так довольна за вас. Я люблю все знаки, потому что я знаю, что все знаки есть у всех в гороскопе. Берем вам на пасашок эту карту и будем дальше смотреть скорпионы, потому что все знаки у вас есть. Это frog или лягушка, это такое тотемное животное. И лягушка, конечно, это символ чистоты, да? Чистоты намерений. Вот она очищает, это целитель. И написано здесь cleaning house, почистите дом, кстати, так смешно. Моя эта подруга, она очень не любит убирать. И вот потрясающе будет для нее. Почистить дом нужно вам. И знаете, почему мы иногда не любим убирать? Потому что где-то в голове есть такая идея, да, у нас, может быть, это связано, что, может быть, предок какой-то был, вот, работал на кого-то, да, а на самом деле убирать свое жилище, это же кайф какой. Но еще мы иногда не любим убирать, если в нашем жилище есть вещи, которые мы не любим, или которые имеют негативную энергию. У меня сейчас, я на одном из своих каналов делаю обзор, туры по домам красивым, чтобы вдохновение получить. Может, вам тоже стоит посмотреть пару моих таких туров, чтобы себя окружить приятными, красивыми вещами. Это не обязательно дорогие вещи, тогда вам будет в кайф убирать. Ну, вы, наверное, любите убирать. Я просто вспомнила, что моя подруга не любит убирать. Cleaning house написано. Releasing emotional baggage. То есть нужно, вот это то, что я сказала, освободиться от эмоциональной зависимости, может, когда вас, может быть, обидел партнер или обидели какие-то люди. Освободиться от этого. Вообще время лета – это время очищения. И вот это животное тотемное, оно очищает, да, очищает пространство. Оно очищает водоемы, пространство. Это очень целительное животное. Все животные целительные. Вот так, уважаемые скорпионы. Идем дальше. Что скажет вам карта, уважаемые стрельцы, для вас? И здесь
кто вы по мнению высших сил, какой старший аркан будет вам помогать этим летом и даст советы, и энергия его будет на вас влиять. Ура! Это император. Чего желать лучше, да? То есть, когда выходит 4-й старший аркан, это стабильная жизнь, стабильный номер 4. Император – это тоже все о стабильности. Это о том, что есть защита, нечего беспокоиться. Хороший император охраняет ваш покой, да? А здесь это ваш мужчина станет таким императором наконец. Во-первых, многое зависит уже от нас, да? Вот, он наконец поймет, что нужно быть императором. Это может быть вы, такая логичная, серьезная женщина, потому что все мы наполовину женщины, наполовину мужчины. Вот во мне, я вам честно скажу, больше мужского, чем женского. Хотя внешне я такая женщина всегда была. Но внутренне я вот, наверное, 90% мужчина. Вот. Как у вас, девочки, напишите в комментариях. Я свой пример просто для наглядности привожу. Дополнительная карта из младших арканов. Это карта Паж жезлов. Вот смотрите, вы очень серьезный человек. Вот теперь уже прояснилось больше, да? Вы серьезный человек, вы любите, когда все по полочкам. Вы серьезные, ну, как бы требовательны к себе и к другим. Может быть. Или это может быть ваш мужчина такой требовательный к себе и к другим, такой серьезный господин, который замучил вас уже тем, что, ну, требования к жизни какие-то у него особенные. Может быть так, может ему тяжело пришлось, или он родился с такой родовой историей, характер такой. Но если это вы, такой серьезный, вот я по себе знаю, я тоже серьезная такая, хоть у меня в Стрельце мало что происходит. А, кстати, если у нас в каком-то знаке мало что происходит, нам эти качества развивать нужно. Так вот, при этой серьезности, уважаемые Стрельцы, вам вышла именно стрельцовская карта, это Паж жезлов. Это ваше вот такое, знаете, желание жить свободно, желание посмотреть на мир по-философски, расширить свое мировоззрение, ваше умение все как-то осмыслить с точки зрения возвышенности, да, и это все делает Паж жезлов для вас. Вот чем хорош еще Паж жезлов? Это прогулки длинные по лесу, это природа, это наслаждение, вот напитаться этим ветром, летним ветром счастья, да, и немножко разгрузить свой ум. Может быть, вы начальница, или у вас в семье вы должны быть главная, потому что мужчина ваш совершенно не главный, он так называемый счастливый подкаблучник. Это очень хорошие мужчины, такие собачки, да, которые любящие. Ну вот, что касается решений, принимать решения, все на вас. Если это так, ваша ситуация, или еще по каким-то другим причинам вам приходится быть мужчиной в доме. Так вот, лето – это то время, когда вам нужно расслабиться, нужно расслабить свою голову, иначе себя можно загнать. Для расслабления я предлагаю, ну, расклад посмотреть, это расслабляет, свечи зажечь, побеседовать с другом, вот как я, например, лучший виртуальный друг, пойти на прогулку. Алкоголь нельзя, нет, нельзя, даже в маленьких дозах, кстати, еще вреднее, потому что это, конечно, убивает, да. Это не расслабление, это наоборот плохое лекарство. Но это так, я как гомеопат говорю, а вы делаете как вам удобно, да. Во всяком случае, здесь здоровый образ жизни. Это здоровый образ жизни. Может, намек на вашего мужчину, который, может, увлекается алкоголем. Ой, так многие увлекаются. У нас здесь в Канаде, ну так много вообще люди, очень много этим делом. Потому что у всех есть зажимы в голове, вот такие императорские зажимы. И люди не умеют расслабляться, они не умеют делать свою жизнь красивую, роскошную. А это ведь почти ничего не стоит никогда, да? Зажимают этот мозг, зажимают, а потом как его расслабить? Что такое? Для вас, уважаемые Стрельцы, вышло аж 3 карты, сами выскочили. Вот это да. Смотрите, и вышла очень важная карта. Это рыцарь Грааля. Да, то есть Грааль – это вот как чаша причастия у Христа. Артур, король Артур у северных народов, он как у нас Христос, тот, который спасает. Это лето спасет вас от самой себя, я бы сказала, да, спасет вас от самой себя, серьезной такой, очень мощно. Найдете этот волшебный Грааль, то есть найдете смысл жизни, поймете, что для вас алгоритм счастья, ведь алгоритм счастья для всех людей разный.
Берите риск, рискуйте. Ну, конечно, по дороге, когда едете, не рискуйте. Тише едешь, дальше будешь, по моим понятиям. Ну, по правилам, в смысле, какая скорость, так не нужно ехать. Риск, это имеется в виду, что рискуй жить. Не сиди, не бойся, рискуй, делай то, чего боишься. Каждый день понемножку перестанешь бояться. Вот такой вам намек, добрым девицам урок. А эта карта называется movement, или же движение. Смотрите, вода, лето. А вот это символ протекции от высших сил. Это, вы понимаете, время, когда вы на природе, водные процедуры и движение, побольше движения. Но вы любите движение, стрельцы. И здесь паж жезлов тоже от движения, путешествия. Ой, какой расклад, вам вообще повезло, столько карт хороших. Так, начинаю уставать, но будем продолжать. Теперь для уважаемых козерогов, любимых. Для любимых моих козерогов, братьев по, как сказать, по лагерю, что ли, да? Потому что я дева в асценденте. Любимые мои уважаемые козероги, вам вышла карта дьявол. Что это может значить? Ну, лето, золотые яблоки. Прежде всего, посмотрим на позитив в этой карте. Золотые яблоки – это как апельсины, это оранжевый такой фрукт. Мифология – это жизнь, конечно, только иносказательно. И там атлант, который держит землю, да, ну, такая сила, это энергия. Он питается золотыми яблоками. Почему? Потому что они дают энергию для жизни. Вот побольше фруктов, и особенно яблоки, которые летом, они такие вкусные, да? Ой, прелесть. Побольше фруктов, побольше знания – это дерево познания. Это именно дерево познания, из которого сорвала Ева первая. Естественно, Адам тоже хотел сорвать, но он же трус. А Ева любит познание, у нее такой ум, который любит все новое, ей интересно, да. Вот, и она смотрит на этот плод, это какие-то знания получите летом. И змей в этом случае – это перемены. Потому что змея – это символ перемен, нового уровня. Змее уже тесно в ее коже, она когда меняет кожу, она переходит на новый уровень. И змея здесь именно на этой карте, она символизирует перемены. Летом будут перемены в отношениях. Либо вы встретите мужчину, либо вы будете влюблены, в вас будут влюблены, или ваши отношения улучшатся в паре, где еще есть возможность их спасти, да. Эта карта, дьявол говорит прежде всего о любопытстве ума, знаете, о любознательности, бесстрашии, потому что только те, кто могут увидеть жизнь, не боятся ее, те вот этой карты не испугаются. Конечно же, сатурнианцы, мои любимые козероги, они люди бесстрашные, и они знают, что это карта перемен в понимании себя, и что-то вы узнаете от жизни, научитесь. Лето всегда нас обучает чему-то, да. Ой, какая хорошая карта. Это у нас 4 чаш, это карта приятного времяпровождения с книжкой, какое-то, может быть, время отдыха, да. Попугай – это интуиция. Вот. И опять вот за окном это означает, что мир велик и мир интересен вам будет. Вот как раз дьявол и книга, они похожи. Дерево познания. Всегда думайте об этом дереве, как о дереве познания здесь, да. Может быть, это планшет, там вы будете переписываться с новыми друзьями, с новыми мужчинами. То есть время отдыха для вас, козероги. Вы устаете много, потому что вы очень ответственные. Все на себя тянете. Время отдыха. Не забывайте, что жизнь – это баланс между отдыхом и работой. Но вообще отдых – это просто смена места деятельности. Да? Отдых тоже должен быть деятельный. И в этом случае это деятельность умственная. Возьмем карту из «Мудрость Авалон». Смотрите, написано «The Earth Fairy». Какая красивая карта. The Earth Fairy. И, конечно, для вас, как для знака стихии Земля, это даже очень положено, это очень знаково, потому что это фея Земли. Земные чувства, земные переживания, земные благости.
Это лето будет обозначено богатством, вы будете лучше зарабатывать, возможностью, знаете, прожить свою жизнь в теле. Мы часто не в теле, мы в голове. Козероги тоже, как все другие люди, часто в голове живут, да. Особенно вот дьявол об этом, когда человек живет в голове. Да что такое дьявол? Это перевернутая пентаграмма. Пентаграмма, представитель пентаграммы – это наша рука, 5 пальцев, да. Когда сделаю все сама. Это знак самостоятельности. Но правильная пентаграмма, когда голова сверху, руки и ноги, а перевернутая пентаграмма – дьявол, когда вы живете в голове. Так вот, этот дьявол напоминает вам не жить в голове, а жить на земле, жизнь переживать каждый момент. Понимаете? Очень здорово. Такая карта, вы знаете, земля пышет радостью, красотой, спокойствием летом, потому что уверенность есть, что солнце, оно подымет все сделает живым. И ваша жизнь будет более живая, более активная, более живая, наполненная смыслом. И тоже отдыхать вы очень хорошо проведете время. Хороший расклад для вас, прекрасно. Несмотря на дьявола, видите, карты же, они все имеют много значений. Главное понимать правильно. Потому что будущее, его можно выбрать, оно многовариантно, и в будущем есть и возможности, которых еще не было. Понимаете? Итак, смотрим следующее. Это для уважаемых водолеев. Карта звезды в этой колоде. А вообще звезда называется второй. Здесь написано The Stars. Звезды. Приходит на ум то, что Илон Маск приходит почему-то мне на ум сейчас. Вот этот Илон Маск, который летает на Марс, что в 2014 году, очень давно уже, когда его дети стали подрастать, он посмотрел, что американское образование, хотя его дети ходили в приватные школы, дорогие, он заметил, что образование плохое, ну и свойственно Илону Маску он создал свою школу для своих детей и для других одаренных детей, где математика была главным предметом, физика-математика, и есть сейчас эта школа. И школа называется Ad Astra. Ad – это к звездам переводится, да? To the stars. Когда я вижу у Этеллы не звезда, а звезды, напоминает мне почему-то Илона Маска. Но вы будете богаты, как Илон Маск, очень умны водолеи, как Илон Маск. Будете смотреть на звезды, можете изучать астрологию, будете мечтать, это карта мечты. Я рассказала вам все это просто для того, чтобы пришел этот элемент в этой карте, что, может, летняя школа какая-то, да, вот как Илон Маск, его школа Ad Astra, к звездам, о том, что вы будете образовываться летом, будете что-то изучать, что-то интересное для вас. Ведь здесь звезды – это мечта ваша исполнится. Ну, конечно, как нельзя лучше, потому что летом звезды лучше всего видно, конечно, да. Может, вы поедете в деревню, где будет хорошо видно звезды, и будете наслаждаться прогулками под звездами, романтическими, с каким-то мужчиной, который вас обожает. У кого что, а у кого-то просто приятный какой-то разговор с любимым другом или со мной. Я надеюсь, я любимый друг, вы у меня любимые друзья, уважаемые водолеи и все друзья. Это с младшего аркана вышло. И еще одна карта, просто как благословение. Медведь. Медведь – это вот вы, и теперь звезды понятнее мне стали. Вот будете богаты, как Илон Маск. У него сколько? 30 миллиардов долларов, что ли, есть, да? Подумайте об этом. Я надеюсь, он занимается благотворительностью, потому что с таким доходом нужно помогать людям неимущим, поскольку в нашем мире очень неравномерно и несправедливо распределены деньги, да. Но я хочу сказать, водолеи, если у вас денег мало или вам не хватало, то этим летом у вас будет денег как звезд на небе. Вы можете стать начальником, вы можете стать кем-то, руководителем. Мужчина вам встретится, звездный какой-то, вы даже не ожидали, что такой человек немаловажный, а какой-то, не знаю, или популярный, или знаменитый, или влиятельный, состоятельный. Вы ему понравитесь? Это тройка пентаклей, и у вас будут деньги, или у вашей семьи, или у вашего мужчины, наследство наконец поделите, купите себе лучшую квартиру. В общем, это какие-то перемены.
И обеспеченность. От этих карт веет обеспеченностью, да, для вас, уважаемый Водолей, вот обеспеченность какая-то, вот такая мне информация идет для вас, да. Посмотрим для вас еще карту, возьмем из мудрости Авалон. Ой, смотрите, тотемное животное лошадь. The horse. Оно очень подходит на лето, потому что животное – это как юникорн, да? Лошади, они фантастические, в них что-то есть такое, чего… Вот они как для меня напоминают балетных танцоров, да? Такие сильные. И написано на карте, что это тотемное животное, которое дает вам, подождите, delegating authority. Вот это как медведь. Вам дает право людям говорить, что им делать. И написано, что accepting help from others. И тоже принимать помощь от других. Этим летом появится какой-то покровитель у вас, который вам поможет. Это спорт, тоже символ спорта, лошадь. Символ прогулок. Символ, знаете, благородного отношения к жизни. И тоже, вот мечтайте, звезда и лошадь тоже мечты сбываются. Мечтайте, уважаемые Водолеи, ваши мечты будут сбываться. Какой замечательный расклад. И звезды вдохновляют на новые какие-то мечты, которые будут обязательно исполняться. Потому что лошадь – это вот, как вы помечтали по карте звезды, лошадь – это вот тот vehicle, то движение, которое даже вот ангелы, лошади-ангелы сделают для вас, чтобы вас перенести в ту обстановку, которая в вашей мечте была. Нарисуйте свою мечту самыми яркими красками. И эта лошадь перенесет вас в эту реальность. И вот это будет происходить летом. Может быть, это романтическая любовь, реальность любви или реальность какой-то звездной популярности. Это то, что вас ожидает, Водолей. Не пропустите свою возможность. Awesome, замечательно. Уважаемые Водолеи, очень рада. Теперь не последние, а первые. Потому что Николай, мой муж, ну, принято говорить партнер, мне нравится больше, чем слово мужа, оно для меня какое-то ущербное. Но тем не менее, мой муж, он рыбы по Солнцу, поэтому никогда не последнее, всегда первое. Вы, уважаемые мои любимые рыбы, все мои любимые друзья. Карта Луна. Вот как нельзя лучше для вас подходит, уважаемые рыбы. Как нельзя лучше. Во-первых, вы очень тонко будете чувствовать это лето, да, поскольку рыбы и раки – это одна стихия, это стихия воды, и стихия воды очень активирована летом, да, потому что летом вода, она такая роскошная, она широкая, теплая, прогретая солнцем, и поэтому эмоции у вас будут, знаете, уютные эмоции, а также вы будете выбирать средний путь между тем, что свобода является, здесь волк и собака. Вот здесь скрыта такая, скажу сейчас очень важную мудрость для вас, Таро дарю, берите. На картах Таро, в карте Луна, у нас идет средний путь между, что является как волк и что является как собака. Итак, волк в картах Таро символизирует свободу. Собака – цивилизованность, то есть, ну, естественно, мы все зажаты в рамках нашего общества, да, законов и так далее. То есть цивилизованность, как собака, и как волк – свобода. И вот этот средний путь вам очень свойственный, рыбы. Вы очень деликатные же люди, да, умеющие уважать очень других и ставить других на выше себя очень часто. Вы жертвенные очень. Ну и сама легенда о рыбах, она об этом, да. Поэтому исцеляйте свои эмоции этим летом. Не давайте своим эмоциям углубиться, если они ранены, если они какие-то обидные. Прорабатывайте их, проживайте их. Как проработать грустные эмоции? Встать и что-то начинать делать. Да. Какая еще карта вышла? Посмотрите, король чаш. Вообще-то король чаш, на мой взгляд, это мужчина, у кого знак рыбы или в солнце, или в асценденте, или, может быть, в луне. Вот для меня это король чаш. Это такой мужчина добрый, умеющий чувствовать. И
Мужчина, умеющий женщине прощать ее женские слабости, может быть, ее дурной характер иногда, раздражительность. То есть мужчина, который не видит плохого, а видит только хорошее, видит только достоинство. Вот мужчина с добрым, очень большим сердцем. Это король чаш, но это тоже мужчина рыбы. Вот у меня очень часто это проигрывается. Поэтому, смотрите, вы добрый, мягкий человек. Или вам встретится такой человек, мужчина или женщина, в зависимости от вашего пола, да, вам встретится такой человек. Это такое время любить, интимное время. Вообще лето интимное, конечно, время. Да, не зря же у нас праздник Ивана Купалы, это очень интимный праздник, он на летнее солнцестояние идет. И рыбы, вы так близки к знаку Рак, вы так близки к этому летнему солнцестоянию, вы так его можете глубоко прочувствовать, вы так любите лето. И вы любите, кстати, зиму тоже. Если вы рыба по зиме, по солнцу имею в виду, да, зимние рыбы по солнцу. А вот Николай у меня очень любит зиму, но летом он просто расцветает. Может быть, с удочкой вам посидеть, может быть, на природе побыть, дачный поселок какой-то, или же прогулки при луне с любимым человеком. Встретиться мужчина. Если у вас нет любви, вас кто-то обижал, унижал, плохие были отношения, именно король чаш выходит. Это время любви. Это также может быть, если вы женщина, это может быть вы, которая любит свою работу, которая работает вечерами, блаженствует. Я, например, вот я обожаю карты. Ничего лучше нет. Для меня это вот как праздник всегда взять в руки карты, да. Так что, может, вы найдете свое дело, которое будете очень любить. Карта корова. Это корова, это, конечно, тотемное животное. И у меня даже есть где-то видео. Я гомеопат, скажу, что есть такое животное, называется лак дефраратум. Это гомеопатическое лекарство, сделанное из молока коровы. И дается людям, которые служат другим и ставят всегда себя на второе место. То есть люди, которые чувствуют себя использованными или же ими пользуются другие. Если это вы, вот эта карта сейчас, потому что сейчас гомеопатия пошла вперед, и нам даже не нужно давать пилюли, эта карта вас вылечит. Вы перестанете чувствовать себя, как будто вы что-то кому-то должны, а вы начнете понимать ваши нужды. Понимаете? Любить себя. И это лето вас перетрансформирует. Карта коровы у меня вообще такое всегда страстное чувство вот к таким лекарствам. Да? Прочту, что написано. Nourishment. Начнете себя питать, напитывать. Кстати, лето, оно о питании. О питании очень много, да? Nourishment, abundance, изобилие. Asking and receiving. Спросите у высших сил, чего вы для себя хотите этим летом. И высшие силы выполнят все ваши желания. Вот такой расклад для вас, рыбы. Мощнейший. На благополучие и на радость. Девочки и мальчики мои любимые, дорогие мои люди. Мощно карты поработали. Много очень помощи было здесь для вас. Я хочу сказать, что я вас лично очень люблю. И очень для вас стараюсь. Потому что я знаю, что эта карта как гомеопатические лекарства, они могут вам помочь. Теперь, когда есть возможность все это сделать по интернету, сейчас одену очки, потому что не вижу так далеко. Буду складывать карты. Это такой литургический сбор. Что-то я здесь нахимичила уже. Это у меня идет в старшие арканы. Вот. И хочу сказать, девочки и мальчики, что у меня есть уроки, можно купить, чтобы летом было в кайф, но это не обязательно. Вот. Хочу сказать, что с тех пор, как стало гадание онлайн возможно, я развела свой метод, и поэтому не нужно заказывать, можно все получить безоплатно. Подписывайтесь на канал, чтобы расклады с вами еще лучше резонировали. Что мы сюда берем? Вот, вроде все правильно сделали мы с вами, да? Сейчас проверю. Вроде все правильно. Угу. Старшие арканчики у нас здесь, прекрасно. Так много помощи от карт. Приходите ко мне на мои новые, на мои старые расклады. Старые расклады как выдержанное вино. Они еще больше работают, потому что многим помогли, да? Или как намоленные иконы, я бы сказала. Но я часто это говорю.
А кого там раздражает, не обижайтесь, это оно так и есть, поэтому я и говорю это. Девочки, делитесь моими видео с друзьями, чтобы еще больше они вам помогали, конечно, потому что за хорошие дела идет благословение, да. Вот сюда, так. Вот, пишите комментарии, если не можете написать комментарии, значит у вас нету почты Gmail, G пишется как Gmail, и почта это бесплатная, но сможете писать комментарии, потому что я, так, знаете, сделаю видео и сразу бегу проверять, что пишут. Мне так интересно, это же, ну, мы так общаемся, да, я видео, вы комментариями, так что открывайте такую почту, сможете комментировать. Всех вас люблю, обожаю, желаю вам счастья, и вот Wisdom Avalon желает вам счастья. Будем видеться. Пока.